Всех приветствую! Давайте сегодня посмотрим, что скрывается внутри масляных фильтров. Big Filter, Невский, Ливный, причем Ливный два вида, люкс и обычный, то есть черные и синие. Многие просили именно сравнить еще их, поэтому сравним. Потом легендарный Манфильтр и Самарский Салют. В общем, это самые популярные масляные фильтра на наш любимый АвтоВАЗ. Лада Гранта, Лада Веста и так далее. В общем, для вас я их купил, распилил. Поэтому давайте посмотрим, что нас ждет внутри. Потому что визуально вроде все выглядят одинаково хорошо, а вот что внутри уже вопрос. Так, давайте посмотрим. Первый это Салют. Вот такой вот дренажный клапан. Тоненький. Обычная резина, соответственно, не знаю, что с ним будет в морозы. Здесь у нас пружина и вот такая вот штора. Штора распределена очень хорошо, равномерно. Наполненность тоже достаточная. То есть вот такая вот у нас система. В принципе, претензий к фильтру нету. Внутри тоже все прокрашено хорошо. Дальше. Так, теперь самый популярный посмотрим. Манфильтр. Скажем так, бессмертная классика. Так, здесь, значит, у нас вот такой вот клапан силиконовый. Такой более надежный, чем был, например, в Салюте. И вот такая вот штора. Тоже, в принципе, штора наполнена хорошо. Ну, так вот небольшой косячок есть, но, в принципе, не критично. Здесь, соответственно, вот такое крепление, не пружина. Так, дальше поехали. Давайте посмотрим Невский 1405, для тех, кто любит побольше. Клапан очень похож на Манфильтр и по ощущениям, и визуально. Наполненность штора тоже, вот видите, вообще идеальная. Прям эталонная. Здесь, соответственно, у нас пружина, тоже прокрас. Смотрите, очень хороший. Все сделано качественно и на совесть. Так, дальше. Big Filter. Посмотрим, что у нас ждет. Ну, кстати, у Big Filter почему-то коробка отличается от остальных. Прям такая большая. Так, здесь вот так вот. Вот такой вот клапан. Кстати, очень тоже похож на Ман и, соответственно, Невский. Только другой цвет. И вот смотрим. Вот такая вот у нас, значит, штора. Тоже наполненность, в принципе, хорошая. Сделано все качественно. То есть претензий вообще не вызывает. Здесь, соответственно, пружина и вот такой прокрас. Вопросов нет. Дальше. Давайте сейчас посмотрим как раз вот Ливны. Многие просили черные и синие, то есть люкс и обычный. Давайте сначала люкс достанем. Вот он у нас. И теперь... Так, вот у черного смотрим, да? Тут вот такой вот дренажный клапан. Кстати, очень масляный и очень хлипенький. Здесь маленько другая система. И смотрим, что у нас в люксе. То есть распределение шторы, ну, на мой взгляд, вообще ужасное. До этого образцы были намного лучше. Здесь идет удешевление, то есть картон, на картоне держится. Ну, если честно, конечно, ожидал большего. На самом деле, про Ливны прям все пишут, вообще кайф, ставлю, мне нравится. И вот так вот. Внутри, вот сами видите, тоже не особо приятно все выглядит. И теперь давайте посмотрим черный. У черного тоже распределение шторы вызывает вопросы. Прям реально вызывает вопросы. Такого я от Ливнов точно не ожидал. Здесь, соответственно, смотрим. Вот так вот все выглядит.
Не знаю, я тоже ливны ставил, но, если честно, как-то прям не ожидал. Так, и последний образец у нас еще есть, это Невский 1403. Такой я ставил себе на Весту. Что у нас здесь, значит? Здесь тоже вот такой вот у нас клапан, как у Мана, как в принципе у Big Filter, и вот такая вот штора. То есть тоже все очень даже сделано качественно, наполненность хорошая. Внутри тоже все прокрашено, никаких вопросов нету, и здесь у нас пружина. Все, то есть посмотрели, что вас будет ждать внутри самых популярных масляных фильтров на автомобиле Lada. То есть в целом все фильтра достойные, кроме, меня вот удивили, если честно, это ливны, причем два вида, тоже сам их ставил, и, конечно, такое увидеть я не ожидал. Ну вот сами все, в принципе, видели, каждый может сделать выводы сам. Соответственно, понравились Невский фильтр, то есть вообще сделано все очень качественно, надежно, вопросов просто нет. И, соответственно, также вот Big Filter тоже показал себя хорошо. Ну, мановский оригинальный фильтр тоже достоин внимания, само собой, это классика. Но, учитывая, какая сейчас ситуация, очень много подделок, я бы, конечно, не стал бы рисковать и брать его. Ну и, кстати, вот Салют тоже в целом показал себя неплохо, тоже достойный вариант. Я бы на самом деле выделил три масляных фильтра, это Салют, Big Filter и Невский. Вот фильтра, которые точно можно ставить и никаких проблем не будет. Пишите ваши комментарии, пишите, что думаете вы, делитесь своим опытом. Всем крепкого здоровья и удачи!